Я человек простой, ребят. Я увидел «Таксуем на Майбахе» канал. Сразу вот так вот раз, оп, колокольчик, уведомления все. Кстати, не забудь проверить на нашем канале. Тоже стоит у тебя вот так колокольчик или нет? Вот у кого вот так говорит, названивает, у того вообще в принципе все стоит по жизни ровно. Так что проверь, да. И если у кого-то немножечко есть с этим проблемы, ну вы понимаете, о чем я, да. С настроением, в смысле, надо обязательно вот так вот сделать. Да, сразу пойдет настроение и поддержите свой любимый канал. Ну, а с нами VIP-такси. Заплатили штраф за водителя, таксуем на Майбахе. То есть за него, наверное, кто-то штраф за Женьку заплатил. Евгения, ждем комментарий, как всегда. Да. Поздравил меня, кстати, с днем варенья. 35 лет. 35 лет стукнуло пожилой кибермашине. Спасибо всем тоже, ребят, еще раз хочу сказать за поздравления. В этом году их особенно много. Не знаю, с чем это связано. Может, их такой мини-юбилей, как говорят. Может, еще с чем-то. Короче, на 30 лет столько не поздравляли. Уже говорил на эту тему. Спасибо все, кто в социальных сетях поздравил. Вообще везде мне писали. И даже телегу мою нашли и туда написали. Спасибо вам. Хорошего вам настроения и здоровья. А мы смотрим Евгения танцуем на Майбахе, блядь. Поехали. Почему сразу песню вспомнил? Мы танцуем босиком на песке. Вы, бля. Монтажеры слышат. Долбоёб. Помнишь, по объявлению брал? Да. Сколько лет уже ведет свой канал? Первый раз Уже 4-й год, да. спрашивает, как с камеры удалить. Как удалить с экшн-камеры материал. Все, удаляем. В общем, мы поменяли резину, поставили липучку зимнюю. Триангл. 35 тысяч рублей за 4 покрышки. А я себе тоже хочу триангл. 35 тысяч за 4 покрышки? Чего? Как это так? Да, я тут давеча на свой УАЗик 6.3, да, резину заказал. Сидел вот так, коленки обнял дома. Я говорю, я не хочу. Я не хочу больше ездить на УАЗике. Вот так вот сидел, блядь, в углу. Я говорю, очень грустно. Очень грустно. Очень дорого. Очень. Зато очень красиво, да. Но очень дорого. Блядь. Очень, прям слеза такая вот. Так вот потекла. Да. Ну потому что нормально резина, блин, мы перед этим ставили дорогую и полная херня. Крышечку видите? Все, теперь все нормально. Подожди, ему в жопу, что ли, кто-то въехал? Или, наверное, свет так падает? Не было же вмятины вроде. Или мне кажется? Или просто... от этого, наверное, отсвечивает. От как его? От козырька. Смотри, как будто кто-то вкорячил. Свет, да, наверное, свет так падает. Женек напишет, я думаю, что свет, наверное, падает. С этого, с крыши, да. Не, свет. Ребят, всем привет. Начинаем мы нашу смену с того, что сразу получили заказ. Сегодня 4 ноября, время 8 часов вечера. Будем работать до утра. Поменяли мы резину, точнее мы сменщика поменял Сергей. Поставили резину Триангл за 35 тысяч рублей, плюс там, по-моему, переобувка 5 тысяч рублей, хранение 5 тысяч рублей. Все вместе обошлось в 45 тысяч. Но это мега дешево. На такую Первый тачку. заказ у нас 19 минут, минималка 1800. Что хочу сказать, на прошлой Даже интересно стало, что за резина такая, надо будет в интернете почитать. смене мне нормально так уронили рейтинг с 4.90 до 4.85. Кто-то поставил кол. Это вообще не очень приятно, потому что если у меня рейтинг упадет меньше, чем 4.85, мне придется пересдавать экзамен. Честно скажу, что... Значит так, надо поддержать Женьку. Как поддержать? Точно. Сейчас начнется пожилая афера. Короче, все, кто в Москве... Женек, я тут что подумал? Мы можем, знаешь, что сделать? Многоходовочка. Заказываем Майбах, едем 100 метров, ставим 5, обуз. Да. Короче, вы поняли, что надо сделать. Так, надо вернуть 5,9, хотел сказать. 4,9 хотя бы. Что это такое? Так, мужики, надо заобузить. Блокирован в Яндексе я был только один раз, и это по своей... Чего он сказал? 4,85, если ниже падает рейтинг пересдачи экзамена? На вине было давно, когда, короче, я место в бизнесе
Мне надоели, по-моему, брюки летом, и я какие-то черные полубрюки, полуджинсы одел. И так... Не, ну это косяк. Для такой тачки согласен. Тогда мне попался проверяющий, который меня сразу заблокировал. А вот чтобы быть заблокирован по рейтингу на Майбахе, такого, по-моему, не было ни разу, если честно. Сегодня, когда забирал машину, Надо поддержать. эквалайзер у меня весь стоял вниз. Сейчас я его поправил, более-менее нормально сделал, потому что на низких частотах, когда все стоит в минус 10, просто невозможно слушать музыку. Он написал сменщику, что случилось. Он мне в ответ написал, что убавил их вниз сам, вся ночь на нервике. Мой пассажир сразу видно. Вы ко мне? Здравствуйте. Сегодня заберем девушек на Барклай, потом мэма. Единственное, тогда подвиньте кресло, я сяду вперед, а тут еще две девицы сам с нами поедут, хорошо? Я не понимаю, как вот... А я? Ну, куда там Барклай? Что он, Момо сказал? Барклай? А я где здесь? Где я в этой схеме? Я не понимаю. Я еще раз говорю, Евгений, меня надо срочно посадить в VIP-такси. Сразу у вас рейтинг повысится, потому что поездки начнутся очень веселые. Да, я петь могу. Очень красивый голос, очень красивый. Мне люди даже иногда донатят, чтобы я не пел на стриме. Главное, что с душой. Да. Ты все это смотришь. Это получается... Нет, я даже не хочу думать. Есть еще люди, которые любят, да, смотреть. Не так, тихо, все, поехали дальше. Блядь. Мне как теперь спать с этим? Прекратите. Соедините, пожалуйста. Второй заказ. 40 минут, это вместе с ожиданием. 2900. По тарифу элит. Наш третий заказ с улицы Резодубовой до Садово-Спасска. Я не понимаю, как Майбахи... Почему Майбахи в нескольких тарифах? Они же, по идее, должны быть в одном всегда тарифе. Может быть, чтобы, типа, он сам ставит, чтобы больше заказов было? Интересно. Я, вот, к сожалению, вот этой вот темы не знаю. На месте. Сколько здесь народу? Я думаю, да, больше заказов. Не прилетел четвертый заказ. Не знаю, правильно взял его или нет. Конечный адрес был написан просто 4-я Рыбацкая улица. Я такую в Москве, честно сказать, не знаю. И мне просто оставалось угадывать, куда же я поеду. В итоге нажал кнопку «Принять», и сейчас вижу, что поеду куда-то в Подольск какой-то, между Климовском и Подольском. Еще каршеринг со мной туда и обратно, километров 120. Ну, не знаю. Заказ должен стоить рублей, наверное, 6. Побольше, Максимум. наверное. Но вот оттуда что-то поймать будет нереально. Ладно, уже взял, значит, едем. Сколько, интересно, от Москвы до Подольска? Уехал за Подольск. 7800. И мужик еще мне кинул на торпеду косарь. Неплохо. Проезжали мимо центра Плова, написано, до 2 часов ночи работает. Не знаю, время час, успеем что-нибудь похавать. Успею. Чё. Ну, ценники такие. Московские, я бы сказал. Ну, хотя 350 грамм порция. По идее, можно одно даже блюдо взять. Плов 350 грамм. Я думаю, что можно и наесться им. С Новым годом, россияне! Дорогие россияне, мы переживаем тяжелое время. Стас, ты съешь Я устал. Я ухожу. плов сразу? Ну, это прям, на это тут я не рассчитывал, конечно. Лучше плов, оливье. Порции Ой. очень большие. Точно схаваешь? Я что-то уже очень сомневаюсь. Да? Ну давай. Свежий плов
Пока не понял вкус, но не самый, наверное, лучший, который я пробовал, не самый худший, это точно, потому что, ну, вкусный, ничего не скажу. Ну, блядь, это все Миша наел. Борщ, плов. Место неплохое. 4 твердая. Вы сами, да? Всего доброго, до свидания. До свидания. Заказ стал на 1799. Стандарт. Блин, самый тихий заказ, наверное, сегодня. Ну что, ребят, мне попался следующий заказ, очень длинный, с Арбатского переулка до Хорошевского шоссе и потом в деревню Каменки. Протяженность этого заказа 66 километров. Тоже думаю, что заказ должен примерно стоить 1008. Очередной заказ 7800. Жирные заказы это хорошо, но пробег немного напрягает. Не, ну без этого никак. У вас наличными, да, заказ? Вы один? Вы один? Да. Я вас вроде в Ютубе видел. Да, есть такое. А что он меня тут, блин, испугал? Капец, блин. Он... Я думал, ударился уже об кого-то. Неплохо. Короче, такая тема. Неплохо. Заказ стоил 2750. Он мне дал 5000, у меня не было сдачи, он сказал на номер телефона перевести. И я сейчас нашел на заднем сиденье 3000 рублей. Буду звонить на этот номер телефона клиенту и говорить, что он 3000 потерял. Алло, молодой человек, это вот... Блять. А я не потерял случайно где-то в студии, 3000 рублей? Нигде я не потерял. Я просто вот, смотрю, может, где-то я потерял тоже. Блять, вроде нет. Евгений только что с кем ехали в Майбахе. А человек, которому я сейчас звонил, говорит, что я с вами не ездил на Майбахе. Что за фигня? Я решил в Яндекс поддержку написать. Это будет правильнее. Ребят, ну что, мне Яндекс ответил, что я могу эти деньги отнести в бюро находок или полицию. Пойду в полицию, на меня просто посмотрят, типа полубоком, что за придурок пришел. Пацаны скажут, полицейские. Вот такой, говорит пацан Женя. Вот такой. Мы обязательно найдем и накажем виновных. Да, оставьте здесь на столе. Мы вам обязательно сообщим. С 3000 рублей. Slide to the crib, let me put it in your rib. Tell me, baby, would you like that? So you can't stay the night, cause you gotta hit the gig. Sometimes it be like that. And they f with the gang in the city where we live. Cause they know we really like that. Yeah, we set the bar high in the hood for the win. Мне сейчас вот такой заказ. Москворецкая набережная, точнее парковка парка Зарядье, центр Москвы, где висит куча камер. Подъезжаю, естественно, никого нету. Звоню клиенту, он говорит, мы будем через 3 минуты. Ну, я чувствую по голосу, что под шофе. Я ему объясняю, что, извините, я здесь не то, что вас забрать, я даже здесь стоять не могу. Там сразу прям до свидания, блядь. Потому что сразу же придет штраф. А он говорит, все нормально, мы оплатим. Я продолжаю с ним беседу, и объясняю, что я в течение 10-15 минут развернусь, подъеду к этому месту, вас быстро посажу и отвезу. И вы не поверите, только их сажаю, и мне человек кладет прям на торпеду вот эти 3000 рублей. А я их не могу взять, потому что я не знаю, придет ли мне штраф или нет, понимаете? Я ему объясняю, что это неэтично. И с другой стороны понимаю, что мне тоже может прийти штраф. И тут в моменте подключается его девушка, которая тоже была под шофе, и прям диктует мне свой номер и говорит, что если вам не придет штраф, скиньте мне это на карту. Ну, правильнее, наверное, было номер записывать, правильно, не девушки, а парня.
И вроде бы с ними договорился, что если мне штраф не придет в течение месяца, я эти 3000 рублей отправлю. О! 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 Джейми, так это мое, да? Я, Джейми, тебе так скажу. Спасибо за донат. Ты знаешь, я обязательно отнесу в полицию. Да, отнесу в полицию и скажу, я, наверное, нашел и тоже обронил. Спасибо огромное за такую напругу. Спасибо, ребят. Спасибо. На самом деле там штраф, по-моему, Я отнесу все, да, так и сделаю. 3000 рублей, а не 3, если его платишь заранее, то есть там 50% скидка на штраф идет. Вот такие вот дела. Очень культурные пассажиры, да, конечно, таких прям редкость встретить, потому что все у нас привыкли говорить, мы, если что, штраф оплатим. Потом таких штрафов приходит просто куча. Месяц пройдет, будем записывать новый ролик, звонить Людмиле, пассажирке, и говорить: Людмила, поздравляю вас, штраф не пришел, давайте я вам скину на карту вот эти 3000 рублей. Наверное, как-то так. Почти 11 часов на линии, машина кушала всего лишь 10,8. 425 километров. Это мало Проехал совсем. я сегодня, потому что... 10,8, наверное, знаешь почему? Потому что он на дальники ездил. Типа по трассе там же меньше расход, по идее, чем по городу. У меня были вот эти далекие поездки. Наверное, туда-обратно по 100 километров каждая из них. По 8000 рублей. Вот такой вот получился ролик, ребят. Кто смотрел, желаю удачи. Всем пока. Слушай, ну 30-очка, минус 3, ну, грубо говоря, минус 6. 24 рубля, но он катанул 400, почти 50 километров. Слушай, ну все равно, я считаю, это очень неплохо. Молодец, очень хороший у него день выпал, потому что как-то у него дни были, вообще там ничего не зарабатывал, там что-то какие-то прям смешные заказы, понимаешь, были. Женька, удачи на дороге, всем водителям, всем таксистам, ребят, хороших клиентов и сами оставайтесь людьми.